what you got in the shot for me. Hey, silver lining, just some time for tea. Hey, chaos touch me. Stuck to bleed through the my intensity. Hey, I'm jumping ship and not giving up. Hey, it's a country with some shit down low, girl. Hey, the pressure doesn't make it less. So fight. Ребят, всем привет! Продолжаем прокачивать мой крузак. В связи с поднятием мощности мне стало не хватать тормозов. Да, на самом деле их и без мощности не хватало. На Toyota тормоза дерьмо. Особенно на дорестайлинговых машинах. На более новых версиях сделали чуть-чуть получше тормоза. Но все равно большинство людей, особенно те, кто ездит невальяжно, начинают их менять. А если вы делаете чип-тюнинг, то вам в любом случае нужно будет менять полностью тормоза. Для этих целей я выбрал тормоза High Performance Breakers. Большинство информации я беру со всевозможных форумов, с YouTube, ну как любой нормальный человек. И поэтому я наткнулся на такие тормоза, решил попробовать поставить на переднюю ось, поездить примерно месяц и поделиться с вами своими впечатлениями. Оригинальный диск Toyota шириной 345 мм, а новые тормоза шириной 365. И по весу этот килограмма на 2 легче получается, чем оригинальный диск. То же самое, что вы поставите себе кованые диски на машину, тем самым облегчите работу подвески. В общем, я приехал к Антону, он работает в сервисе Амгар и уже установил эти тормоза не на первую машину. Антон, расскажи, в чем вообще плюс этих тормозов? Здесь два плюса отличающих, да, от твоих старых тормозов. Первый плюс — это то, что будет сборный диск, и второй плюс — то, что это будет не 4 поршня, а 6. И как бы вот это две вещи, которые должны повлиять на, в принципе, на качество и на саму эффективность торможения. Да, вы предложили мне поставить суппорт с 6 поршнями. Да? Этого достаточно для 200-ки? Да, этого достаточно. Ну, как бы запас мощности всегда должен быть, да, то есть можно ставить больше, никаких ограничений нет. Единственное ограничение — это твои колесные диски. То есть просто чем больше тормоза, тем больше радиус колесных дисков. Если вы хотите поставить на 20-й диске 8-поршневой суппорт, то в случае прокола колеса вам придется вызывать эвакуатор. Вы не сможете просто поставить запаску 18-го радиуса. Поэтому я выбрал максимальные для 18-го радиуса. Это 365 мм. Вот они. Такие диски. Я вижу, ты крутишь какую-то штуку. Это, наверное, шланг, да? Да, армированные шланги. Хорошая вещь для улучшения тормозной системы. Продается, кстати, в комплекте вместе с комплектом тормозов. В комплект, в принципе, входит все для того, чтобы сделать хороший апгрейд передней тормозной системы. Также есть для зада, но если говорить о переде, то это идет составной диск сборный, суппорт достаточно большой даже в сравнении со штатным, все адаптеры, переходники и, соответственно, тормозные шланги. Когда нажимаешь на педаль тормоза, тормозная жидкость в резиновых шлангах расширяется за счет того, что шланг резиновый, а не армированный, как в этих тормозах. Поэтому тормоза менее отзывчивые. А здесь используются уже армированные тросики. Они не расширяются при увеличении давления, при нажатии на педаль. Соответственно, тормоза более эффективные. Пока все это только теория, надо посмотреть, как же это будет в практике. Но с точки зрения физики вроде все правильно. Больше площадь соприкосновения, больше колодки, больше тормозной диск, соответственно, больше теплоотдачи. Также они меньше подвержены большим температурам, да, которые могут повлиять на их искривление. То есть отлитые диски искривляются при нагревах гораздо быстрее, чем такие. Да, у меня был Infiniti FX35. Это самые быстро греющиеся тормоза и самые бьющие, на которых я когда-либо ездил. То есть машина пуляет очень круто, 280 кобыл, а при этом руль у тебя вот так вот, когда ты пытаешься затормозить. За всю мою жизнь у меня было всего 4 машины. Первая это была BMW в 39-м кузове, потом у меня был Infiniti FX35, потом Toyota Prado 120 и сейчас Land Cruiser 200. Из 4 машин на 2 из них
тормоза были полное говно. Это Infiniti и Land Cruiser. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие у вас были машины и хватало ли вам штатных систем и тормозов на этих машинах. Просто у меня статистика получается 50 на 50, то есть половина машин, которыми я владел, тормозов не хватало, и поэтому на этой машине я их решил поменять. При детальном сравнении видно, что тормоза, которые мы устанавливаем, сами суппорта, они больше по размеру и легче, на порядок легче, чем оригинальные тойотовские. Я их еле-еле поднимаю. Упс. Да, ребят, еще напишите, какой у вас стиль вождения, как вы часто оттормаживаетесь, обгоняете, играете ли в шашки, или вы ездите как в магазин за хлебушком, как старый дедушка, как, в принципе, меня очень часто Миша подкалывает, что я как пенсионер езжу. Штатный крузак, когда ты давишь даже в полгаз, даже те же самые V8 не выдают той мощности, от которой хочется играть в шашки. Машина валкая, не очень комфортная, но когда вы ставите чип-тюнинг, машина преображается. При этом сейчас поставим тормоза, я думаю, что стиль вождения должен у меня поменяться. Если сравнить тормозные колодки, то видно, что оригинальные процентов на 30 меньше, именно рабочая часть, та, которая соприкасается непосредственно с тормозным диском. За счет этого тормоза менее эффективные. Я уточнил, кстати, сколько стоят эти тормоза по кругу. Получается 270 тысяч плюс-минус. Зависит от того, у кого вы их ставите, у кого вы их покупаете, покупаете ли вы по скидке. Кстати, ребят, как обычно, ссылку оставлю в описании. Кто захочет себе поменять тормоза, сделайте из своей машины Ferrari. Ссылочка в описании, переходите. Ребята, еще интересная деталь. Здесь используются спецболты твердости 12,9. То есть максимальное, что вы можете купить в обычном магазине, это 7 твердости. Здесь 12,9. Этими же болтами притягивается головка блока цилиндров. Ну, чувствуется, в общем, качество. Надеюсь, на практике окажется все таким же качественным и не заклинит в первый же день тормоза. Поэтому тонкости в деталях. Ну что, ребята, прошло буквально 3,5 часа, и мы установили тормоза. Последний штрих — это обмыли, для того, чтобы тормозная жидкость не разъела краску. Что хочется сказать, первое впечатление: эстетически смотрится просто нереально круто. Я смотрю и понимаю, что я уже не жалею, что поставил эти тормоза, хотя я еще не садился за руль и не выезжал, но мне уже нравится, как это круто смотрится. При этом я хотел сначала красный цвет, поставили мне черный, и я понимаю, что я не прогадал, потому что это очень аккуратно, красиво. При этом такая надпись, видно массивные диски, массивные суппорта. В общем, едем тестировать. Смелей за мной. Будет интересно. Обязательно сделаю отзыв после 200-300 километров. Вот постараюсь в течение месяца как можно активно оттормаживаться, ездить. Ну да, действительно пропал вот этот кивок и ощущение, что я пересел вот на Настиной машине, как будто сейчас еду. Офигенно. Ну, уверенности больше появилось, хотя я сейчас понимаю, что тормоза не работают, потому что они еще не притерлись, грубо говоря. Ну, круто. Круто, я доволен уже, и я уверен, что когда будут работать на 100% эти тормоза, я буду получать еще больше удовольствия, еще больше уверенности и безопасности в движении. Вообще, я считаю, что тормоза — это одно из самых важных тюнингов в машине. То есть, какие бы вы чипы там ни делали, всегда думайте о том, как вы будете оттормаживаться в случае аварийной остановки, экстремальной какой-то езды, обгон, поворот. То есть, тормоза — это очень важно. На этом у меня все. Всем удачи и пока.